Okay, so welcome everybody to our concluding session on our discussion on false ego. Приветствую всех на нашей заключительной лекции трехдневного семинара по ложному эго. Yes, actually I've got a whole list of things I really feel we have to mention, so let us see how much time we have. У меня большой список, что мы должны обязательно упомянуть, посмотрим, сколько у нас хватит времени. Yes. So, but let us begin with our centers. Но давайте начнем со сценок. So we have the men's team showing the tendency of protecting and defending, right? Итак, у нас есть мужская команда, которая должна показать сценки по защите и обороне ложного эго. Right. Да? So, where shall we make the stage? Over there? It's Yeah. okay? Yeah. Okay, good. Men's group on the stage, please. Пожалуйста, мужская группа на сцену. We have actually two. Two, okay. Yeah. Okay, let us see. Харе Кришна. Мы покажем мимическую сценку с названием «Ой» и «Ой-ой-ой». Две части. Часть первая. Друга частина того ж самого. Very nice. Yes, often the centers as pantomime are the best, you know, without words, you know. Yeah. Зачастую вот эти мимические сценки, они самые лучшие без слов. Yes. Okay, good. Thank you. It was a good effort.
So now comes another one, is it? Okay, good, amazing. Сценка называется «Неблагоприятные последствия дневного сна» или «Неудачная шутка». Она не мимическая, мы будем много говорить. О, спит днем. Так он же вроде дежурным назначен. По графику, да. Так а что это, ваши брамачари днем дежурный спит? Праздник вчера был, устал. Ладно. А давай, что он вроде лекцию слушает. Это так и не лекцию слушаешь. Давай пошутим. Вы еще и похрапываете. А ты давай кричи. Мангалара деви, Пойдем, деви, пойдем, душ пора занимать очередь. Каннибал. Время обеда. Так а что, во время обеда ты днем спишь? Да я не сплю, я лекцию слушаю. Да какая лекция? А наушники-то где? Вот. А поза-то что такая? Это шавасана. Поза для концентрации. Для расслабления. Так, чтобы расслабиться, нужно... Чтобы сконцентрироваться, нужно расслабиться. Ну дает. И шавасану знает. А вот это вот такие странные звуки такие. Это что такое? Это пранаяма. Головое дыхание. Аюрведе. А аюрведа, между прочим, говорит, что днем спать очень вредно. Да я не сплю, я лекцию слушаю. Там мы видим, как ты лекцию слушаешь. Ага. Да не спал? Я на джапе. Да, все видели, как вы сегодня носом пушили. Да я всегда, я уже 20 лет джапу носом правильно читаю. А ты вообще тут пришел 2 недели, ты мне будешь указывать. Да я твой старший, я твой авторитет. Ты не критиковать меня должен, а слушаться то, что я тебе говорю. Я твой авторитет. Вот кто на Харьнаму не ходит, тот не авторитет. Смотри, правильно, либо дхарма, Харьнама Санкиртана Яги. Вы уже последние 3 дня не хотели на Харьнаму, простите, врагу, я не могу вас слушаться. Так это что теперь, пока я на Харинаму пойду, ты днем спать будешь и слушать меня не будешь? Простите, пожалуйста. Я обеспечиваю. Так а может тебе тогда пойти в другой ашрам, там, где каждый день югадхарму выполняют? Ашрам, кто на Харьнаму не ходит. Это была первая часть. Как это могло было бы быть, если бы не ложное эго? Вот, днем вашими спит. Ты ж вроде его дежурным назначал. Ну да, по графику сегодня. А чё ж он спит? Так праздник вчера был, устал, парк молодой совсем. Ладно, вроде лекции слушает. Это они все так лекции слушают. Давай пошутим. Мангаларете! Пойдем! Мангала, ты простите. Душ надо бежать, сейчас занимать очередь. До время обеда. Бедные, простите, вчера праздник, очень устал. Тамагу начала, свалила. Мы знаем, вчера все устали. Хорошо, отдыхай. Мы тебя не будем сильно беспокоить, с нами пошутили. Very nice effort. Good. So now we have the ladies group.
А сейчас группа матаджинская. And the ladies group shows the feeding of the ego, right? А матаджинская группа покажет нам сценку, как питают ложное эго, подкармливают его. Yes. Да, я не знаю. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна. Я счастлива слышать, мама. Я даже очень рада тебе. Боже мой, какое красивое сад. Вот сразу видно Истхам. Это сразу видно. Я всегда с таким вкусом, с такой безупречной вкусом, украшения, настолько изящно готовы. Я всегда люблю клянуться. Да и все матаджи тоже. А вам сегодня говорили? Мама женщина. Да. Это правда. Я всегда говорю, и вы спас. Спас вас. Вам сегодня говорили, что ваши сари сегодня под цвет одежды божеств. Ну, как-то так, неуловимый оттенок. Знаете, матушка, я всегда одеваюсь под цвет одежды твоих божеств. Всегда. Вы же знаете? Конечно, я Они знаю. особенные. И это чувство. Это чувство. Это какое-то сходство с ним. Ну, такая чувствая, матушка. Вы видите, что у нас нет отношений. Это видно, это видно. Вы знаете, даже на своем асфальте я была просто такая, о, а какая была пустота, сколько было блюд. И там все. Что нам так понравилось? Я знаю, что преданные любят это все благодаря вам. Да ну что вы такое говорите? Вы меня не хотите Готовили сказать? столько просада. Это было бесподобно. Знаете, главное, что всем преданным понравилось. Вот все были просто счастливы. Благодаря вам. Я всегда с вас могу верить. Знаете, я слышала, что завтра будет семинар по какому-то ложному эго. Ну, да, на воскресенье, кажется. Да. Но каким образом? Мне всегда важно ваше мнение. Знаете, я очень скучаю по вашей Намахаке. Чай. Это мой проект за насовку. Знаете, я готова сделать вам нашу. Ой, мой, ты слышала. Я даже думаю о том, что изменить имя Намахати так Заезжу. да. Это подумать. Да, Запустим. я думаю, Маха, моя Маха. Я знала, что это очень важно. Маха, моя хата. Вас мы служили, пойдемте. Вот, знаете, сейчас украсила ударную. Смотрите, я, конечно, бы что-то взяла, но симпатично. Знаете, да, это маточка. А скоро да, маточка здесь родилась. Очень, вы заметили, да? Заметили? Очень. Ну, видно, что это преданная служба. Позвольте вас поблагодарить за ваше служение. Вы столь вкусно украсили алтарную, которую вы исполняете. Спасибо. Ну что, это же моя скромная попытка. Loud. Погромче говорите, пожалуйста. Это моя скромная попытка удовлетворить божественное. Может быть, цветы мне было особый выбор, или больших гитарас. Но это можно исправить в следующий раз. Спасибо, что вы мне это говорите. Я это учту в следующем. А может быть, вы тоже хотите присоединиться
Yes, very nice. The feeling of the ego, my project, my maha, hatha. Очень замечательно. Мой проект Ложное растет. Yes, and massaging each other's false И ego. массаж ложного эго каждого Yes, друг very друга. nice. And second example was how to correct properly, right? И второй пример, как правильно друг друга корректировать. Yes, by giving some appreciation and then also something to improve, right? Давая какой-то отклик позитивный и потом говоря о том, что можно было бы улучшить. Good. Okay. Хорошо. Actually, yes, yesterday, the main topic was really this tendency for feeding one's ego in all different ways. Итак, вчера основная тема была подпитка ложного эго и различными способами. Another manifestation of this is also how actually all over the world people enjoy having their photo taken. Также одним из проявлений этого это то, как по всему миру люди наслаждаются фотографированием. Yes, it's also a real ego thing. It doesn't matter in which part of the world you are, you see people at some touristic monument or something, and everybody's posing, with their beloved and with their friends and alone or standing very charismatically, and enjoying having their photo taken. В какой бы части мира вы не были, вы всегда увидите какую-то группу туристов, которые возле каких-то исторических там памятников или еще чего-то, они там позируют, фотографируются, очень харизматичные в позах, показывают себя на окружении своих друзей, родственников и так далее. Yes, such a common thing, even also amongst devotees too. Sometimes, people like to be on the photo. Также это может происходить и среди преданных, даже в обществе преданных мы любим быть в центре вот таких вот событий, фотографироваться. And of course, then we put it on Facebook. И потом, естественно, попадает куда? На Facebook. So that the whole world sees it. Чтобы весь мир увидел это. Also, of course, especially kirtan can also be a perfect arena for having one's, feeding one's ego, getting recognition and being in the center. И также киртан может стать такой вот замечательной сценой для того, чтобы подпитывать свое ложное эго, получать какое-то признание. Yes, we usually discuss this in the Holy Name retreat. Обычно мы обсуждаем это это одна из тем на ретрите Святого имени. Yes, how chanting the Holy Name with a strong material motive of wanting to get recognized, Satchidananda Swami calls this the poisonous medicine capsule. И мы упоминаем, что воспевание Святого имени с сильным желанием, мотивацией получить признание, Шаччинанда сами называет это отравленное воспевание, ядовитое. Even though the Holy Name itself is pure, nevertheless, when it is chanted with such consciousness, actually that sound vibration is contaminated through our consciousness. Хотя само Святое Имя, оно чисто, но когда оно воспевается с таким настроением, то эта вибрация, она осквернена и она отравляет всю атмосферу. Yes, it's compared to the pure milk, which is touched by the poisonous fangs of a serpent. И это сравнивается с чистым молоком, но которого коснулось жало змеи. Yes, in Bengal we see these professional kirtaniya groups. В Бенгалии мы можем увидеть профессиональные группы киртаниев. And their motive is simply to earn money and to win followers, nothing else. И их девиз это побольше денег и последователей, и ничего другого. Yes, they don't chant the holy name, turning towards Krishna, calling out to Krishna, please allow me to serve you. They don't chant like that. Они не воспевают Святое Имя с настроением
зова к Кришне, пожалуйста, займи меня в служение себе. Такого даже близко нет. Yes, and Prabhupada was saying actually they're not chanting Hare Krishna, they're chanting money, money, money. Прабхупада, он говорил, что они не воспевают Харе Кришна, они воспевают деньги, деньги, деньги. Yes, and such kind of kirtan should not be joined. И никоим образом не следует присоединяться к таким киртанам. Yeah, so all right, we might not be chanting money, money, money. Может быть, мы не воспеваем деньги, деньги, деньги. Yes, but it might be some subtle, more subtle motivation there of wanting to be recognized as a, advanced devotee or such an expert singer and musician. Но наши мотивы могут быть более тонкими. Это получить славу, признание, что я лидер, выдающийся лидер киртанов, очень хороший певец и музыкант и так далее. So again, false ego, the fact is that all the good talents will be poisoned. И один из эффектов ложного эго это то, что все хорошие таланты, они отравляются. There's this nice little analogy explaining the importance of humility. Есть одна очень хорошая аналогия, которая объясняет важность смирения. Like when we eat, we know that only that food becomes nourishing to the body which is nicely digested. Когда мы едим, только та пища, которая хорошо переваривается, она становится полезной. Any other food which is not nicely digested turns into poison. Но та пища, которая не переваривается, она превращается в яд. Anybody who knows a little bit about Ayurveda knows this. Те, кто хотя бы в какой-то степени знает об аюрведе, они знают. Yeah, simply the food which is not digested stays in the body, develops toxins and therefore disease. Та пища, которая не переваривается, но продолжает оставаться в организме, она превращается в яды и отравляет организм и становится причиной болезней. So in the same way we can say that all those talents and abilities which are not digested with humility, they turn into poison. Точно так же, согласно этой аналогии, мы можем сказать, что те таланты, которые не перевариваются в связи со смирением, то есть к ним не добавляется смирение, они превращаются в яд. Yes. Very nice little analogy. Такая маленькая, но очень хорошая аналогия. Yes, that humility is like the digestive medicine. То есть смирение, оно подобно лекарству, усиливающему огонь пищеварения. And without this digestive medicine, whatever nice abilities and opulences we might have simply becomes toxic. И без этого лекарства любые таланты и какие-то способности, которые мы можем иметь, они превращаются просто в яды. Yes. Токсины. They become a big obstacle in our devotional life. Они становятся большими препятствиями в нашей духовной жизни. Yes. That's why in one purport, Prabhupada even says the four principles of spiritual material advancement, namely high parentage, good wealth, beauty, and knowledge, higher education, they are, so to speak, disqualifications for spiritual progress. И поэтому в одном из комментариев первой песни, 8 главе, Прабхупада говорит, что 4 вещи, 4 достояния человека — это богатство, красота, знатное происхождение и высокое образование — они могут стать препятствиями человека на его духовном пути. Because so easily these opulences, they make us simply proud, they intoxicate us. Потому что очень легко эти достояния возбуждают нашу гордость, которая опьяняет нас. Yes, and proud person cannot chant the holy name sincerely, cannot make spiritual advancement. И в этом комментарии Прабхупада говорит, что такой человек не может с искренностью воспевать Святое Имя, не может взывать к Господу в нужном настроении. Yeah, so therefore we have to be very careful, as soon as we have some good abilities, very easily this pride sneaks in.
You know? Поэтому мы должны быть очень внимательны, аккуратны. Если у нас есть какие-то способности, то мы должны следить, чтобы эта гордость не проникла в них. Yes, and it can really ruin our whole devotional life, poisons it. Потому что это может уничтожить, разрушить всю нашу духовную жизнь, отравив ее. Yeah, so again, therefore, we have to be so introspective, always looking within our hearts, what is our motive? И поэтому, опять-таки, мы должны быть очень интроспективными, то есть заглядывать внутрь своих сердец, анализируя, какие мотивы движут нами. Yes, why am I saying this? Why am I doing this? Am I really trying to be servant or am I trying to show off? Почему я делаю это? Почему я говорю это? Действительно ли я хочу стать слугой или я просто устраиваю шоу, показуху? Yes. And I guess that's why we have Vaishnava etiquette. Vaishnava etiquette is meant to protect us from this, pitfalls. Именно поэтому у нас есть вайшнавский этикет, потому что он предназначен для того, чтобы защитить нас от этих провокаций. Yeah, pitfalls. Not provocation. Pitfalls Этих, is ловушка. Ловушек. Yes. Ловушек. Trap. Right? Yes. So Vaishnava etiquette, that's why we always, let the senior devotees do everything first. Doesn't matter what it is, the seniors come first. Вайшнавский этикет говорит о том, что всегда надо, чтобы старшие они были впереди, чтобы это не было, чтобы старшие в первую очередь получили. Yes, and everything, the senior devotees, in the kirtan, they should stand more in the front. We let them be in the front. Старших преданных предпочтительно, чтобы они были впереди, когда идет киртан. Or when we offer flowers for Prabhupada Guru Puja, we let the senior devotees go first. Или когда во время Гуру Пуджи предлагаются лепестки Шилупаде, опять-таки, чтобы старших преданных в первую очередь это. When we chant the Bhagavatam shloka in the morning, we let the senior devotees chant first. Или когда утром во время Шримад Бхагаватам читается стих, чтобы старших преданных в первую очередь прочитали. Yeah, so this is meant to protect us from, trying to be in the front ourselves. Это предназначено для того, чтобы защитить нас от тенденции выпятить себя на передний фронт. Yes, and also especially in regards to kirtan or in regards to speaking, we always wait until somebody invites us to lead. И в отношении киртана или лекций, проповеди, этикет говорит о том, что мы должны ждать, пока кто-то попросит нас, пригласит нас говорить. Yes, we are never meant to show us as being so eager to lead or speak or something. Мы не должны навязывать себя и показывать, что я так хочу петь и вести киртан или говорить. Yes, yes, because very easily this personal ambition, sneaks in. Потому что в это может проникнуть очень легко личностная амбиция. Yes, in one letter Prabhupada also says, personal ambition is the poison. В одном письме Прабхупада говорит, что личные амбиции – это яд. Yes, it poisons our devotional service. Это отравляет наше преданное служение. Yes, if it is done with this ambition of wanting to be recognized and noticed, and ultimately in order to glorify ourselves. We're not glorifying the Lord when we try to glorify ourselves. Если мы делаем это с этим мотивом желания получения признания, в конце концов это означает, что мы хотим прославлять себя, а если мы хотим прославлять себя, как мы можем прославлять Бога? Yes. Yes, I mean false ego, this even sneaks in also, I hope nobody minds me saying this, but it also sneaks in with this, with this habit or tradition of always shouting so loud, this Haribol and keep dry and, very easily the false ego, is pushing us. I want to be heard and noticed. И также, я надеюсь, никто не оскорбится, что я скажу это, но в эти громкие выкрики «Харибол», «Личай», то есть это также очень легко может проникнуть
ложное эго, то есть мы хотим хоть как-то выделиться и показать, что я здесь присутствую, и чтобы на меня обратили внимание. Yes. Actually, some years ago, quite a few years ago, you know, it started in Mayapur, some of the Mahajas, where they were shouting, Gauranga, you know, tak or something. Несколько лет назад это началось в Майапуре, когда Джайпатака Махарадж, он очень громко сам кричал Гауранга и призывал всех кричать Гауранга. Yes. And of course, when he was doing this was all pure-heartedly, you know, done. Несомненно, когда он это делал, это было очень чистосердечно, это было чистое сердце. But then others were imitating. Но потом сразу же начали имитации. Yes, and it became a real fashion, always this Gauranga screaming, you know. И потом это превратилось в целую такую моду, когда кричат Гауранга. Yes, and there is some subtle ego thing there. И в этом есть элемент ложного эго. Yes, because you know the person who makes everybody scream after him, he you know, it's a certain power, you know. He can say, just see how many people I can make screaming Gauranga. You know, I'm so powerful. I can make hundreds of people scream Gauranga. Потому что человек, который способен побудить много людей что-то возглашать после него, вернее, то в этом проявляется некоторый элемент, такой могущества, что смотрите, я могу побудить, заставить столько людей кричать то, что я хочу, чтобы они кричали. Yes, look how powerful I am. Everybody screams Gauranga after me. Посмотрите, насколько я могущественный, все кричат Гауранга после меня. Yeah, you understand what I'm saying? Понятно, yes, да? Yeah. It's subtle, but it is there, no doubt. Это тонкий элемент, но это может присутствовать. So then our GBCs recognized this, and they actually made a GBC resolution that this Gauranga screaming should not be done anymore, you know? И потом члены GBC, они отметили это, и даже была резолюция, что не надо этого устраивать. Yes, because they recognized this, you know, goes easily into some personality cult where one person just makes everybody scream after him, and you know, it's contaminating actually if it is done with the wrong consciousness, with some ego motivation. Потому что это может привести очень легко к культу личности, когда кто-то он побуждает других выкрикивать там различные вещи. Вот, и поэтому это все пропитано, может быть, очень легко быть пропитано ложным эго. Yes, and people were simply trying to cheaply imitate, you know, our spiritual masters, you know, and thinking, or, you know, then I will be as, you know, powerful as him if I can also make everybody scream Gauranga, you know. И поэтому, то есть это имитация духовного учителя, что я также могу, как и он, побуждать всех кричать какие-то гауранги или еще что-то. Yeah, so we have to be very careful. Sometimes I also, you know, come across this a little bit here in our yaksha too, this fashion of making everybody scream, you know, and no need. Иногда также я соприкасалась с этим здесь, в нашей ятре, и в этом нет никакой необходимости. Yes, it has a contaminating effect if you are a little bit perceptive. Если вы немного чувствительны, то вы сразу ощущаете оскверняющий эффект. Yes, and it easily allows our good old friend here, the false ego, to play his tricks, you know? Это сразу же дает возможность нашему доброму, старому, вернее, другу, ложному эго, вот, поднять свою голову. Yes, like, you know, in the Bhagavatam there's this one famous purport where Prabhupada says, in the material world even an ass enjoys his own sound vibration. В одном комментарии Шримад Бхагаватам Прабхупада говорит, что в материальном мире даже осел наслаждается звуками своего голоса. Yes, so this is really this ass-like conditioning of the people in the material world, you know? То есть это действительно
ослиная обусловленность живых существ в материальном мире. Yes, that we all think our voice is so nice and everybody should hear it, and the louder the better, you know. Каждый думает, что мой голос самый лучший, и каждый должен слушать его до максимальных размеров. Yeah, so it's good to become a little bit more perceptive of these things and just subdue them a little bit. И поэтому мы должны быть чувствительны к этим вещам и стараться их, ну, так скажем, ограничить. Yes, it does keep the atmosphere more pure, you know. И это позволит сохранить атмосферу более чистой. Yes. Do we have any questions about these little, you know, Если какие-то вопросы об этих небольших comments? дополнительных комментариях о вчерашней теме? Yes? Как насчет того, что если иногда есть такое внутреннее желание провести киртан или лекцию из желания вдохновить преданных, дать больше энтузиазма, внести какой-то больше энтузиазма, как к этому относиться? А также поддерживать свой уровень энтузиазма при помощи этого. Well, we have to be careful, you know, that it's not just a mode of passion. Мы должны быть очень аккуратны и внимательны, чтобы это не было просто элементом гуны страсти. Yes, because sometimes people also say this is why they make the audience always scream and jump just to make them enthusiastic. But that's not enthusiasm, that's just a mode of passion. You know? Именно это служит оправданием того, что люди часто вдохновляют во время киртанов скандировать что-то и кричать. Они говорят, что мы хотим, чтобы аудитория была энтузиастична. Но это не энтузиазм, это больше похоже на гуну страсти. Of course, maybe if the people are so sleepy that they don't hardly even sing, you know, let's say you do some student program or something, like I'm just remembering some situations in Bangladesh or something, with some sleepy people or something, just to wake them up. All right, you get them jumping a bit or something, you know, so that's a different situation, you know. Ну, конечно, иногда бывают аудитории такие сонных людей, и поэтому, Матаджи говорит, я вспоминаю Бангладеш, там иногда это было прецедентами, и поэтому иногда это допустимо, что надо как-то их оживить, и поэтому надо немножко взбодрить их. Yes, but we have to clearly understand, to give people true enthusiasm, we have to give something deeper, you know? We have to give inspiration. Очень ясно понимать для себя, что для того, чтобы дать людям энтузиазм, он имеет более глубокую внутреннюю природу, поэтому мы должны иметь это сами. Yes, just to scream and jump around, that's not going to give any enthusiasm for devotional service. Но кричать и прыгать это не дает энтузиазма. Yes. Yeah, so we have to look a little deeper, you know? It might look short term, that everybody keep jai is jumping around, but then as soon as you're gone, everybody falls asleep again, you know? То есть мы должны смотреть очень глубоко внутрь себя, и, может быть, на уровне такого короткого дистанции временной может показаться, что это сработало, все прыгали, кричали киджай, но как только это заканчивается, моментально все засыпают снова. Yes, it's very short term. Это очень кратковременный эффект гуны страсти. Yes. Yes, that answering your question. Anybody has anything else? Okay. No? One thing we didn't mention, and I will only touch on it very, very briefly, that actually the false ego has two effects, two main ways of affecting a person. Одну вещь, которую мы не затрагивали, но которая важна, и я хочу ее просто так
упомянуть, коснуться ее, это то, что ложное эго имеет два основных эффекта. So one effect is that we become proud, and get carried away. Первый – это то, что мы становимся очень гордыми. Yes, and we get carried away, we get intoxicated. И мы уносимся этими волнами гордости. Yes. Опьяняет. And we were mainly talking about that effect so far. И до сих пор мы говорили в основном об этом эффекте. Yes, but then it has another effect too, which is very opposite. Но есть и другой эффект, который внешне прямо противоположный. Yes, when we get very insecure and we have complexes, this actually also comes from false ego. Когда мы чувствуем себя очень беззащитными, закомплексованными, но это в действительности также проявление ложного эго. Yes, this basically comes when we have some, also some false understanding of ourselves, and we want to be better than we actually can be. И это происходит также от того, что мы имеем какие-то ложные отождествления в отношении себя, концепцию в отношении себя, и мы хотим быть лучше, чем мы являемся на самом деле. Yes, and we always feel, I cannot live up to this, and I'm nothing, and everybody's gonna look at me, and nobody likes me, and this is also a false ego, actually. И это проистекает из-за того, что мы не можем дотянуться до этого стандарта, и поэтому внутри себя мы думаем, я не такой, как должен был бы быть, и никто меня не любит, и так далее. То есть это все тоже проявление ложного эго. It's basically when we are too concerned about ourselves. То есть What ложное we эго, look like, what everybody thinks of us. ложное эго — это когда мы слишком сосредоточены на себе, и все вращается вокруг меня, как люди думают обо мне, как я выгляжу, как они видят меня, и так далее. Yeah, so in that way the false ego can have these two effects depending on how capable we are to feed the ego or not feed the ego. If we realize, I can't feed my ego, then very easily we go into the other direction and we become more insecure and full of complexes. То есть это два направления, куда может ложное эго направить себя. То есть первое — это когда это зависит от наших способностей. Если у нас есть способности подпитывать ложное эго, тогда оно идет в сторону гордости, а если этой способности нет, тогда оно скатывается в этот я никчемный, беззащитный, бесполезный и так далее. Yes, and like the modern psychologists, they usually try and treat this, manifestation by boosting the ego. И современные психологи, они пытаются излечить этот эффект, поддерживая ложное эго, развивая ложное эго. Yes, I once heard one devotee was telling me that there's some treatments, so-called treatments, where people look in the mirror at themselves, and then they say, yes, you are great, you can do it, like this. И один преданный рассказывал, что психологи дают такое как упражнение, как лекарство, что человек должен смотреть на себя в зеркало и говорить, да, ты замечательный, ты великий, ты это сделаешь. Yes, just trying to, build up the ego, Просто для того, чтобы восстановить свое эго. Yes, in order to overcome this situation of being insecure and full of complexes. С целью для того, чтобы обойти это чувство подавленности и собственно, Yes, but this is of course a very short-term treatment because sooner or later material energy will somehow smash us, and we will be, back on our face again. Да, то есть, но на самом деле это очень кратковременный эффект имеет эти все упражнения, потому что рано или поздно все равно материальная энергия снова нанесет нам сокрушительные удары, и мы окажемся на своем собственном лице. Yes, but лицо в грязь. So much more effective treatment to make the person understand that he's just humble servant, insignificant. That's his position.
Yeah. Но самое важное лекарство – это всегда помнить, что я на самом деле очень-очень маленький и незначительный. Я слуга. Yes, and then we lose our insecurities and complexes. И тогда мы по-настоящему теряем наши комплексы и чувство неполноценности или беззащитности. Yes, because we are naturally situated in our position of servant. Потому что это наше естественное положение, настроение служения. Yes, and we simply serve to our best capacity, and that's what we can do. And well, if people are not satisfied, what to do? That's all we can offer. Вот. И если я нахожусь в этом настроении слуги и делаю все, что я могу, лучшее, что я могу из себя выжать, то что я могу? Я больше не могу, что же сделать. Если кто-то мне повторил, то что сделать? So good to understand that this is also false ego problem. Важно понять, что это также проблемы ложного эго. Yes, that people are simply too, concerned about what they look and how they appear in public. Потому что в конце концов все равно человек сосредоточен на себе, как я выгляжу и как другие думают обо мне. То есть я в центре. Any questions about this? Какие-то вопросы? We don't really have the time to get too much into it. Yeah. Yes. Ну, у нас нет слишком много времени, чтобы это вникать, но так иначе. Когда хвалит, ты чувствуешь себя как? Понятно. Чувствуешь себя неуютно. When people are glorifying you and you feel uncomfortable, well, no, that's, that should be the Vaishnava mode, actually, that we do feel uncomfortable when people glorify us. Нет, на самом деле это как раз признак правильного вайшнавского настроения, когда нас прославляет, вайшнав чувствует себя неуютно. Yes, that's what we said yesterday, the normal so-called materialistic mood in this world is that people like to be glorified. They like to hear their glories chanted. Вчера мы об этом говорили, что обычные материалисты, то есть материалистический образ мышления состоит в том, что людям нравится, когда их прославляют и слышат прославление в свой адрес. Yes, and then people feel, oh, finally they're recognizing how great I am. И человек думает, наконец-то я дождался, что люди признали, насколько я велик. Yes, but the devotee, the Vaishnava mood is that he feels uncomfortable. Но преданные, вайшнавское настроение состоит в том, что я чувствую себя очень неуютно, некомфортно. Yes, he feels he feels I'm actually a humble servant. I have no qualification, and whatever little ability I have is only due to Guru and Krishna. Преданный, вайшнав, он думает, что я на самом деле очень неквалифицирован, и у меня нет никаких способностей. Если какие-то способности есть, только по милости Гуру и Кришны. Yes, devotee always passes on the credit to Guru and Krishna. Поэтому преданный, он всегда передает все заслуги Гуру и Кришне. Yes, because really Krishna is the source of all ability. Потому что действительно реально так и есть, что Кришна является источником всех наших талантов и способностей. Yes, and Krishna can take it away at any time. И он же, Кришна, может забрать это в любой момент. Yes, we can break our leg and be on our back and can't do anything. Мы можем либо сломать ногу, либо упасть на спину, и все, остаться недвижимым, не делать вообще ничего способным. Yes. So, and Krishna is doing it so many times, taking our opulences away. И очень часто Кришна это делает, он устраивает ситуацию, когда отбирает у нас все наши таланты и способности. So therefore, a devotee, even though a devotee might have so many opulences, but he always stays in a humble position because he knows it's actually not coming from me. It is given by Krishna. Поэтому преданный, какие бы достояния, богатства он не обладал, он всегда чувствует себя очень смиренным, потому что он понимает, что это исходит не от меня, это исходит от Кришны. Yes. Huh? Anything else? Что-то еще? Okay, now quickly. Сейчас. Being offended.
this is also an effect from the false ego. I think we did. Сейчас мы затронем тему того, что чувствует себя оскорбленным. Как это соотносится с ложным эго? Вот эту тему сейчас затронем. Yes. This is important to understand because so often devotees are offended and they keep this feeling of being offended with them. They cannot let go of this. Очень важно это понимать, что если преданный, он чувствует себя оскорбленным, и он несет этот груз и обиду внутри себя, он не может дать этому способности уйти. Yes, and why is it false ego? It is because we think, how can others treat me like this? И почему это ложное эго? Потому что в основе этого лежит, что почему люди, как они могут относиться ко мне таким образом, почему они принимают меня таким. Yes, I'm such a great important person, and they treat me like this. Я такая значительная личность, важная, но они относятся ко мне вот таким вот образом, как это возможно. Yes, and we get offended. И тогда мы чувствуем себя оскорбленными. And then especially if there's a lack of that quality of being able to forgive, then we maintain this feeling of being offended sometimes for years. И если к этому еще добавить неспособность прощать, то тогда это чувство оскорбленности мы можем хранить у себя, носить в себе годы. Yes, again, the mind gives us all kinds of ideas, and false ego, of course, saying, I will not go to the temple anymore, they treat me so badly, and I will not serve with this person anymore, I'm not going to talk to him, all these kind of things. И ум может накручивать и создавать все эти темы, что все, я теперь не буду ходить в храм, меня там так недолжным образом приняли, или я не буду никаким образом пересекаться с этим преданным или служить вместе с этим преданным, потому что он меня так оскорбил. Yes, да, и ум накручивается это. Yes, and we think it's actually like a mental retaliation, we retaliate. Это подобно такой отмстить. Yes, we try to shoot back at them in the mind. Мы пытаемся отстрелить это в своем уме, выстрелить обратно. Yes, but ultimately we will be the one who is suffering. Actually, we are the ones who are damaged. Но в действительности, кто пострадает от этого, это только мы. Yes, because it completely blocks ourselves. Потому что это полностью блокирует нас самих. Yes, we block ourselves in that relationship and also in our devotional life. Because if we can't forgive, it contaminates again the effect of the false ego. Contaminating our spiritual practice. Если мы не можем простить, это блокирует нашу духовную жизнь. И наши отношения, и это работает оскверняюще, потому что в этом проявляется, то есть это как раз и есть ложное эго. Yes, and it contaminates our spiritual practice. И это оскверняет нашу духовную практику. Yes, so Vaishnava, whenever he is unfairly treated, he has that attitude, actually, I deserve much more than this. But Krishna is so kind, he has given me only one drop of what I really deserve. И поэтому правильное настроение вайшнава состоит в том, что когда с ним недолжным образом обращается, он думает, что я достоин еще большего и худшего. Это всего лишь маленькая капелька того, чего я должен был бы получить. Yes, again, Prahlad Maharaj, perfect example. He never took offense. Опять-таки, Прахлад Махарадж замечательный пример этого. Он никогда не воспринимал, что его оскорбляют. Haridas Thakur took never offense. Харидас Такур также, он не чувствовал никогда себя оскорбленным. So being offended, I always say, is not one of the Vaishnava qualities. Поэтому чувствовать себя оскорбленным, это не входит в список качеств вайшнава. Yes, it's always some false ego thing. Это всегда
вещи из списка ложного эго. And of course, again, we have the same mechanisms of protecting our false ego by blaming everybody else. И опять-таки срабатывает тот же самый механизм защиты ложного эго, обвиняя других. Yes, and ultimately, we are the ones who suffer under this whole contamination. Но в конце концов мы в наибольшей степени страдаем от всего этого осквернения. Yeah, so good to clearly understand it. Whenever these feelings of being offended are coming up in our heart, we should just kick it out. You know? Поэтому очень хорошо, важно это осознавать. Как только эта мысль оскорбления, что я оскорблен, входит в наш ум, ее надо моментально выталкивать. Yes, simply realizing this is just the effect of this false ego whispering in my ear here. You know? Просто понимая, что все это эффект ложного эго, которое шепчет нам на ухо вот эти дурные мысли. Yes, and Vaishnava is always forgiving. This is one of the, qualities that also how actually spiritual advancement manifests. It manifests in the power of forgiveness. Вайшнав, он всегда прощает. И в действительности это качество, через которое проявляется уровень вайшнава. Вайшнав, он способен прощать все, что угодно. Yes. Vaishnava always forgives. Вайшнав всегда прощает. Yes, never hangs on to some old stories and can't let go. Никогда не цепляется за старые истории, держится за них, и они не позволяют ему идти дальше. Yes, and of course, whenever there was some misgiving, some incorrect behavior, that's why we always should go and pay obeisances. We always apologize. И если иногда было какое-то неправильное поведение, были какие-то зацепки такие некорректные, то именно поэтому вайшнавы, они всегда приносят свои поклоны. Yes, actually, even if it was not our fault, still we should actually apologize. И даже если это не было в действительности нашей ошибкой, все равно лучше попросить прощения. Yes, with sincerity in the heart. С искренним настроением в сердце. And that immediately makes the other person also feel regretful and apologize. И это немедленно проявит в сердце человека также сожаление и раскаяние. Yeah, see, that's the power of humility. It has a very purifying effect. В этом могущество смирения, оно немедленно приносит очищающий эффект. In the same way, like false ego has the contaminating effect when you argue with somebody. Точно так же, как ложное эго имеет оскверняющий эффект, когда вы спорите, сражаетесь с кем-то. Yes, but if one of the two who are arguing actually can come with some humility and apologize, then immediately that contaminating effect of the false ego is being purified by the humility. Yeah. И если кто-то из участников этого конфликта, он включает настроение смирения, то тогда это немедленно разрешает эту ситуацию и очищает ее. Yes, and then the other person immediately will say, "Oh yes, no, actually, it was my fault. I'm also really sorry." You know? И другая сторона, она скажет немедленно, что, в действительности я также там напортачил, извините. Yeah, so that's the powerful effect of humility, immediately purifying the atmosphere. Это могущество смирения, оно немедленно очищает атмосферу. Yes. So it's a good tool, to actually, free the atmosphere from some arguments and contaminations by actually being humble and making that first step to apologize. Это еще один инструмент, как можно очень быстро очистить атмосферу и разрешить сложные ситуации. By making that first step and apologize. Сделав этот первый шаг, попросив прощения. Yes. Don't think, oh, the other person should apologize.
Why not us going and apologizing? Не думайте, что та сторона должна первой попросить прощения. Нет, то есть сделать этот шаг и попросите прощения вы. Yes. Any comment or question about that? Yes. Какие-то вопросы, комментарии об этом? Если без выхода этого сценария, кто-то был инициатором для восприятия оскорбления, если другой инициатор, Слышали вопрос, да, что если инициатором этой ситуации, в которой я был оскорблен, была другая сторона, то как я могу сделать первый шаг, потому что они были инициаторами, да? Я тоже оскорбился на том плане, да, и как мне от этого избавиться? Yeah, well, that's what I just was trying to explain, that even if it was not our initiative, even if it was not our fault, still, if we actually approach the person and express that we feel sorry about this exchange, it does purify the atmosphere, especially when we are sincere, you know? Но это как раз то, о чем я и говорила, что даже если не мы были инициаторами этой ситуации, вот, но мы сделаем этот первый шаг и попросим прощения, то тогда это производит этот очищающий эффект. Yes, if we only do it, you know, as some lip service, если же мы это сделаем просто на уровне губ, then it will not have the same effect. The person can feel this. You know, that's the power of consciousness. You know? Тогда, конечно, это не будет иметь такой эффект. В этом и мы говорили о силе сознания. Yes, yes. If we just say yes, I'm sorry, but actually, you know, it was your fault or something, or if we even think it, maybe not say it, but think it, the other person will feel it. Если мы просто скажем, ну, извините, но, и потом пошло эта серия но, или даже если мы не скажем это но будем думать так, то, конечно же, такого эффекта очищающего не Yes, будет. but if we truly feel sorry, sometimes we have this situation, you know, that somebody else is starting some argument and somehow we get pulled in, you know, and we actually feel truly sorry afterwards that this went like this, you know. Иногда мы можем действительно чувствовать очень искреннее сожаление, что, ну, как бы, то есть я стал частью этой ситуации. Actually, I remember one historical situation when in early ages of our movement here in Kharkov, we have two branches, Kharkov 1 and Kharkov 2. And they was fighting. Yeah, and Ramzan Swami, he come and they attacked him. Okay. And he with very great humility, he says, "I'm sorry for my existence." Yeah, and it immediately changed everything. And it's in this point was that they changed their consciousness immediately. They apologized and присоединились joined to us. Yeah, just say, big group. yes, just say, yes. That's the power of consciousness, you know. And if somebody really manifests that humility, it just dispels all this ego stuff. You know? Я просто вспомнил эту ситуацию. Вот, на самом деле это историческая ситуация для нашей ятры в Харькове. Почему? Потому что когда-то был Харьков-1, Харьков-2 под руководством и там были достаточно агрессивные настроения такие, ну, и была война, конфликт. Вот, и кульминация этого была, когда они раньше с нами приехали, сюда как GPC, и была группа, встреча с этой группой, и они высказывали свои, ну, так скажем, неудовлетворенность, и это косвенно касалось также и, ну, как бы, руководства. Вот. И Ниранда Сами, он просто сказал, с очень большим смирением, он сказал, что когда, ну, просто он не знал, что еще говорить, что отвечать, потому что он просто пошел в поток такой, ну, как бы, обвинений, и он просто сказал, что
извините за мое существование. Он эту фразу сказал, и все. И это было просто поворотным пунктом вообще в этих событиях. Сразу как бы вся ситуация резко изменилась. И в конце концов именно это послужило причиной того, что эти преданные изменили свое настроение, попросили прощения и присоединились к Матаджи. Кришна Майя, она была личным участником этих событий. What's that? Krishna Mai, she was present there. present. Yes, okay. Yeah, so good example for exactly that point, you know. Очень хороший пример, подтверждающий эту ситуацию. Yes. So it works, even if you're not at fault. You know? Это работает даже если вы не виновны. But it requires humility. It requires to be off the false ego platform, you know. Но это действительно по-настоящему требует смирения и свободы от ложного эго. Yes. Yes. Я прошу прощения, когда я не права, а в ответ там обида, как будто бы я ставлю их в неловкое положение и не чувствую себя виноватыми. Что это может быть? Что нависли с моей стороны где-то? Вопрос слышен был? Повторите микрофон. Уже несколько раз я соприкасаюсь с такой ситуацией, попадаю в такую ситуацию, когда я прошу прощения у людей, но в ответ это только ставит их еще больше в неловкую ситуацию, они чувствуют себя виноватыми, да, и еще больше обижаются. То есть в чем подоплека этого? Может, я не искренне прошу прощения? I mean, who am I to know, what exactly the reason is? But my experience is, if our apologies really come from a sincere heart, it does melt other people's hearts, But if it is not so sincere, and if it is, if the ego is still boiling there inside, then it just doesn't have that effect, Я не тот человек, который может полноправно говорить о том, что в каждой ситуации, как оно должно было быть, но мой опыт, говорит о том, что если это действительно очень глубокое и искреннее смирение, вот это идет из сердца, то это неминуемо затрагивает людей и топит их сердца, и они производят очищающий эффект. Usually it works that way. Обычно это работает таким образом. But if we are also somehow offended and angry, and we just say, "Oh, I'm sorry," then it will not have that effect. Но если у нас все-таки еще остается вот это чувство обиды, оскорбления, и мы просто говорим на уровне слов, что простите меня, то правильно это не работает так. Yes, then they will not take it seriously. Тогда они не примут это серьезно. Yes. So that's the thing. Consciousness comes out, especially through whatever comes out of our mouth. Consciousness travels on sound vibration. В этом и штучка, что секрет, что сознание, оно проявляет себя наиболее сильным образом через то, что исходит из нашего рта. Yes, and people can feel with what consciousness we say things. И люди могут воспринимать, чувствовать, с каким сознанием мы говорим то, что мы говорим. And then it affects their heart. И тогда это затрагивает их сердца. Yes. There was somebody else here. Как должно проявляться смирение, если младший оскорбляет старшего, со стороны старшего? Как должно проявляться смирение старшего, если младший его оскорбляет? Зарезать. Сострадание. What are you saying?
So what's the way to act for a senior devotee if he is offended by a junior devotee? Well, same thing really, no difference, you know, that we have to have that mood of servant, you know, how can we uplift this person? На самом деле ничего, ну, то есть то же самое, то есть секрет тот же самый, что мы должны настроение служения действовать по отношению к нему, чтобы его возвысить. Yes, and through our desire of wanting to uplift that person, what we exactly say is secondary, you know, but that mood, that will purify the Что мы будем говорить, наши слова, это уже вторичная вещь. На самом деле наиболее важно это наше сознание, наше настроение. I mean, the story with Narayan Swami exemplifies it. You know, he's the senior devotee and people accusing him, so, and how did he deal? With humility. И вот эта ситуация с Нараяном Свами, она как раз была примером этого же момента, что он был, несомненно, старшим преданным по отношению ко всем, но его обвиняли, и он принял это очень глубоко со смирением. Yeah, see, because the senior devotee, if he is really senior, he will not take it personal, because he knows they're just acting out of ignorance. В этом-то состоит старшинство. Если это по-настоящему старший преданный, то он не примет это по отношению к себе. Вот, он будет просто понимать, что да, то есть это результат невежества этих людей. Yes, so he feels sorry for them. Yeah. И он будет очень сожалеть. Yes, because usually the person offending somebody also suffers under that whole contamination. Yeah. Потому что человек, который оскорбляет, он также страдает из-за этого осквернения. Yeah, so senior means that you don't get affected by it. И старший подразумевает, что он не затрагиваем этим. Yes, you don't take it personal and you don't get offended. Он не принимает это лично в свой адрес, и это его не затрагивает. Yes, but you can look through the situation and you simply try and uplift the person so he gets out of this, you know, offensive mood. То есть он the senior one feels sorry and you simply tries to uplift that person, you know, to get him out of this offensive mood. Старший, он чувствует себя, сожалеет, и ему жаль, что это так происходит, и он пытается каким-то образом возвысить того человека, чтобы помочь ему выбраться из этого настроения. Yes, definitely you should not get offended. Oh, that's a sign of false ego. Но, несомненно, он не должен чувствовать себя оскорбленным, потому что это признак ложного эго. Yes, if he starts thinking, oh, doesn't he know I'm senior and how can he talk like this to me? You know, so this is the false ego, you know. Но если он начинает тяжело дышать и говорить, что ну как он так может говорить по отношению ко мне, если он не понимает, что я старший по отношению к нему, то тогда это, несомненно, признак ложного эго. Or start thinking, oh, he should apologize to me. I'm not going to say anything, you know, but he should apologize to me. This is all false ego stuff. Вот. Или он начнет думать, что я никогда первый к нему не подойду, он первый должен извиниться за свое оскорбление передо мной. Это все признаки ложного эго. Yes. Yeah. Not, you know, better not to get caught up in such kind of ways of thinking and dealing with situations, you know? We should not get caught up in such ways of dealings. Мы никогда не должны... We should not get caught in such ways of thinking. Oh, I'm senior, how can he talk to me? He should apologize to me. I'm not going to be the one who's making the first step. You know, don't get caught up like that. То есть мы не должны позволять, застревать в этой ситуации, ожидая, что он должен сделать первый шаг, и там еще что-то такое. Yes, it's all effect of false ego. Это все элементы ложного эго. Yes. Yeah.
Это не тот, кого оскорбили старшие, а другой со стороны свидетелей. Ага. И Шафран меня очень любит. То есть, если есть свидетель, присутствующий при оскорблении старшего, то может ли он подойти, правильно ли это подойти к этому младшему и объяснить ему, в чем, скажем так, ситуация? Потому что вселенские силы, они его испепеляют. It depends on your position. Это зависит от вашего положения. And it depends on your relationship with that И person. также от ваших взаимоотношений с этим человеком. You know, if you have a trusting relationship and if you're in a senior position to that person who makes the offense, yes, then it's our duty to try and, you know, correct the person. Если мы имеем доверительные отношения с этим человеком, который носит оскорбление, и мы в старших отношениях к нему, то это наш долг попытаться исправить его. Yes, but as we said yesterday, in order to effectively correct the person, we also have to be free from envy. Но, как мы вчера говорили, что если мы хотим эффективно достичь результата в исправлении другого, это не должно делаться на платформе зависти. Yes, meaning free from false ego. Это означает быть свободным от ложного эго. So if we come from the false ego platform and say, hey, you know, I saw what you were doing, and you know, you shouldn't do like this, you know, so then the correction will not have much benefit, you know. Если же мы подойдем на платформе ложного эго и будем говорить, что как ты мог так сделать, почему ты не знаешь, это все неправильно, ты такие претендуешь, то это такое оскорбление не будет иметь никакого результата. Yeah, so it has to be coming really in the mood of wanting to serve and uplift that person. То есть в основе, опять-таки, всего этого должно лежать настроение служения этой личности и желание возвысить его. Yes. And also it depends a little bit on the situation, like for example usually with, you know, let's say in a temple where there's a brahmachari ashram, we usually say one person should instruct the new bhaktis, not everybody instructs them. You know? So it depends a little bit on the particulars. И также это может зависеть от какой-то практической ситуации, потому что, например, в тех храмах, где есть ашрам бхактин, матаджинский, то там есть правило, что только одна матаджи, она имеет возможность наставлять какую-то конкретную матаджи, молодую матаджи, чтобы не было так, что каждый, кто не гораздо ее подходил бы и давал ей наставление. It can be very confusing if young devotees are instructed from all sides, and sometimes it's contradicting, you know. Это может быть очень сбивающе с толку для молодой преданной, когда она приходит и все дают какие-то наставления, иногда они даже противоречат друг другу. Yeah, so another way to deal with it that is also that we go through the person's authorities or through the person's counselor. We mention it to them, and then they can adjust this. Поэтому практически можно сказать, что иногда стоит обратиться к тем, кому этот человек доверяет, его авторитет, его наставники и так далее. Yes, but basically it falls into the topic that we said we should not defend ourselves, but we should defend others. Но основной принцип состоит в том, что мы не должны защищать себя, но мы должны защищать других. Yes, so if we see other devotees mistreated, we should speak up and defend them according, you know, to the situation. There might be different ways of doing that, you know. И если в нашем присутствии происходит, что кого-то предоставляют, то в зависимости от ситуации мы должны как-то реагировать, но посмотреть, как это сделать так, чтобы это было позитивно. Anything else? Yes. Мы узнали про ложное эго, и мы теперь знаем, где оно проявляется. Что теперь делать, если во всех замечаешь, а в себе не замечаешь? Это останавливает духовный прогресс. Теперь мы узнали о ложном эго, и что теперь делать, как оно себя проявляет, и
И что теперь делать, если во всех мы замечаем, а в себе нет, то это останавливает духовный прогресс. Well, that sounds like this is also the effect of the false ego. Но похоже, это тоже эффект ложного эго. Well, this is a good point that this whole discussion is of course not meant to just point the finger at other people. Oh yeah, his false ego. Oh yeah, just see her false ego. You know, this is not what the discussion is meant for. Спасибо, это очень хороший момент, он дает нам возможность указать на то, что все это обсуждение не предназначено для того, чтобы заострить наш указательный палец и теперь указывать на всех. А, вот это у него ложное эго, это у него ложное эго, у нее. Yes. But it's simply meant to help us become more aware of our companion, constant companion and troublemaker there. Но настоящее предназначение этого семинара, чтобы мы осознали своего старого, так скажем, спутника, наше ложное эго. Yes, yes. That's what the goal is. You know? Это цель этого семинара. Yes, that we become more introspective and observe ourselves and recognize, oh, I'm defending, I'm protecting, I'm blaming, I'm feeding my ego. You know? Чтобы мы стали более интроспективными, заглядывали внутрь себя, и мы смогли словить вот эти ситуации, когда, да, вот это ложное эго, оно себя проявляет, вот я его кормлю, вот я его защищаю. Defending, protecting, blaming others. И указываю на других, перевожу стрелки на других. Yes, that we become more aware of it ourselves, you know. Чтобы мы больше осознавали себя вовлеченным в это. Yes. Sometimes you will see, I mean, I hope that you will try and apply these things and you will notice that very often in the actual situation you cannot control, but then afterwards you realize, oh, I was again protecting, defending, blaming, you know. Иногда получается так, что когда мы находимся в самой ситуации, то она нас затмевает, и поэтому мы там, идем по старым рельсам, но когда проходит время, тогда мы только спохватываемся, понимаем, о, опять я защищал и переводил стрелки, обвинял других. Yes, so very often we notice afterwards, but better late than never, you know. И зачастую мы спохватываемся уже после ситуации, но позже лучше, чем никогда. Yes, and we should feel regretful, we should lament. И мы должны чувствовать сожаление и скорбеть об этом. Yes, that's a main purifying, you know, aspect that we have to feel sorry and lament about it. Repentance. Это очень важный элемент, очищающий элемент, что мы сожалеем, скорбим об этом, и мы, как это слово, чувствуем не сожаление, repentance. А? Искупление, да. Yes. Желание искупить. If there's no repentance, then what's the need to improve? You know? Если нет этого желания искупления, то тогда нету вопроса о улучшении, Yes. о раскаянии. No repentance means everything is fine, we're doing okay. Раскаяние, если нет раскаяния, это подразумевает, что все было правильно, я была права, все было хорошо. So that leads to stagnation, then we keep everything as it is. Это ведет к застою, что все остается так, как оно и было. Yes, so repentance is extremely necessary in order to make a step forward and try and improve. Раскаяние очень важный шаг для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки и сделать движение поступательное вперед, Yes. чтобы все улучшалось. You had one question, two questions. Yes. Как если существует какая-то степень ответственности, и в силу того, что ты не совершаешь каких-то неправильных поступков, но на силу ответственности тебе надо отвечать за них. И ты как бы пытаешься извиниться, чтобы не осквернять атмосферу, но при этом люди они же чувствуют, что ты не искренен, потому что ты же знаешь, что ты ничего плохого не делал. И как это, не извиняться, пока не будет вроде сознания, если выходит какой-то.
Вопрос был слышен или нет? То есть, если на человеке возложена какая-то ответственность, и он находится в ситуации, и он, ну, как рекомендуется, надо извиниться, но он чувствует, что он не сможет сделать это искренне, то что тогда лучше не извиняться? Когда он не совершал таких неправильных поступков, ему не надо нести ответственность за них. И когда какие-то претензии по отношению к этому, он понимает, что он не виноват, но что тогда, извиняться, не извиняться? Well, but if you are responsible, then also if people under your care do things wrong, then it is your responsibility, because obviously you haven't, you know, taught them or trained them to do things better. You know, so that's what it means to be responsible, right? Если вы ответственный человек, несете определенную ответственность, это означает, что те люди, которые находятся под вашим руководством, вы отвечаете за их неправильные поступки. Это то, что означает ответственность. И поэтому вы не вложили в них правильное понимание, сознание, чтобы они себя вели правильно. So again, instead of blaming others, we should blame ourselves. We should feel, actually it's my shortcoming because somehow I did not, you know, inspire them enough to do it properly or something. И опять-таки, то есть вместо того, чтобы указывать на других и обвинять других, человек должен направить это внутрь себя, что я не научил их правильно, как надо было бы себя вести, и как правильно, ну, пусть. That's what it means to be responsible. Это то, что означает быть ответственным. Yes, I mean, that's the, you know, exchange even between master and servant. If the servant does something stupid, it falls back onto the master. Есть этот принцип взаимоотношений господина и слуги, что если слуга делает что-то неправильно, то это возвращается господину, то есть он принимает ответственность за это. Все будут смотреть на господина и говорить, что твой слуга сделал такие вот неправильные вещи. Если вот раскаяние приходит слишком поздно, а ситуация требует разрешения уже сейчас. И разумом ты понимаешь, что это неправда, нужно извиниться, но раскаяние еще не пришло. Стоит ли это сделать только на уровне слов пока что? Или лучше вообще даже? Если раскаяние, оно не пришло еще, на уровне ума мы понимаем, может быть, что-то, но внутри мы этого не чувствуем, да? Вот, то стоит ли сделать это хотя бы на уровне слов, или лучше ничего не делать? Да? Но ситуация требует разрешения сейчас. То есть стоит ли это делать? I think it depends on the situation. Я думаю, что это сильно зависит от конкретной ситуации. I don't think one can give some general, solution there. Я не думаю, что можно дать какое-то общее разрешение этой ситуации. Ну, совет. I mean, naturally, the chances for good outcome will be better if our feelings are sincere and not artificial or something, Конечно же, всегда лучше, когда наши слова наполнены настоящим осознанным чувством, а не просто внешней поверхностной. If it is a really urgent thing, well, then we just have to scratch together whatever sincere feeling we can scratch together. Но если это действительно очень такая горящая ситуация, то тогда просто надо поскрести, собрать все, что у нас есть, там вся истинность, которая есть у всех сусеков там каких-то. Maybe if we are lucky, it will be enough to fix this. И молиться, что, может быть, этого будет достаточно, этой истинности будет достаточно, чтобы ситуацию разрешить. My experience is also that if we do have some prayerful mood before we address something, if we really pray to Krishna, please Krishna help me
to have the right mood here of really being servant and not trying to be the big controller or something, it does help. И из личного опыта можно же говорить, что если перед тем, как действовать в этой ситуации, мы очень глубоко молимся и имеем вот это молитвенное настроение, то тогда это может очень сильно помочь. Yes. If we really have a prayerful mood, then Krishna does help. Если у нас действительно мы имеем вот это вот очень глубокое молитвенное настроение, состояние, то тогда Кришна в них включается и помогает. Yes, because as we have a prayerful mood, we are taking shelter of Krishna. Потому что если мы, как только мы входим в это молитвенное настроение, то мы находим прибежище в Кришне. Yes, then we are not taking shelter of our anger and false ego or something. Это означает, что мы не находим прибежище в нашем эго или еще в гневе. Yes, but once again, we have to be sincere. Но опять-таки мы должны быть искренни. Yes. Okay. Well, we don't have much time left. Итак, у нас мало времени осталось. Yes. Let me mention a few little points about Krishna's natural system to help us actually to dissolve the false ego. Давайте упомянем несколько моментов в отношении естественных систем, которые существуют, установлены Кришной, для того, чтобы помочь нам избавиться от этого ложного. Yes, and that is simply through old age and disease. И это при помощи старости и болезней. Yes, old age and disease has a very purifying effect on the false ego. Старость и болезни имеют очень сильный очищающий эффект на ложное эго. We can almost say it's Krishna's system in order to prepare the conditioned soul for this moment of death. Мы можем сказать, что это замечательное устройство Кришны для того, чтобы подготовить нас к этому конечному экзамену смерти. Yes, because as we said, if we really want to get out of the material world, we do have to dissolve the subtle body at the latest at the moment of death. Как мы уже говорили, для того, чтобы выйти из оков материального мира, нам надо, в конце концов, растворить свое тонкое тело к моменту смерти. Yes, and this period of old age and disease is actually a perfect system to really prepare the person. You know, it help the person to let go of the false ego. И этот период старости и болезни, который предшествует смерти, он очень хорошо помогает в том, чтобы подготовить себя к этому моменту смерти. Yes, because even externally the body becoming less and less attractive, you know, this is already, you know, yeah, it is doing something to the false ego there, you know. И даже с внешней точки зрения старческое тело, оно все менее и менее становится привлекательным, и это уже производит какой-то эффект на ложное эго. Yes. And then also gradually as the body is getting older, we are not able to be so active and have some big grandiose achievements in our life. You know? И по мере того, как тело становится все старее и старее, оно становится менее активным, и у нас нет уже способности большой деятельности, чтобы проявлять какие-то великие достижения. Yes, because usually external achievements are more satisfying to the false ego. Потому что обычно внешние достижения, они удовлетворяют ложное эго. Yes, that we feel, oh, I've achieved something, I've, you know, built a big house and done this and that, so that gives satisfaction to the mind, intelligence and false ego. Потому что все эти достижения, там, я построил дом или еще что-то грандиозное сделал, какие-то проекты, все это дает удовлетворение ложному эго, разуму и уму. Yes, so and as the person is getting older, more and more that ability for external achievements is diminishing more and more and more.
И по мере того, как человек стареет, эти способности к произведению вот этих вот достижений каких-то достижений, они становятся меньше, менее. Внешних достижений. And it is meant to help the conditioned soul to become more internal, to turn towards Krishna. И это предназначено для того, чтобы побудить человека быть более внутренним и обратить свое внимание больше к Кришне. Yes, it's interesting to understand that, for example, this midlife crisis that people, often experience when they're around 50, 55. This is nothing else but, this frustration, that all of a sudden people cannot feed the ego anymore. That's what it is. И очень интересно отметить, что вот эти вот кризисы средних лет, которые взрослые люди это испытывают, они все как раз состоят в том, что человек больше не может старыми методами подпитывать свое ложное эго. Yes, very natural if a person has spent all their youth until 50, 55, 60, if you have spent all your life simply enjoying sense enjoyment, in the gross or subtle way, you will have a big vacuum there, when you can't do this anymore. И это очевидно, что если человек до 50, 55, 60 лет, он всю жизнь потратил на то, чтобы наслаждать свои чувства, то когда он больше не сможет этого делать, у него будет внутри большая дыра, вакуум. Yes, and then people fall into a hole, into depression, which is the midlife crisis. И тогда человек падает в дыру, в яму с вот этих вот кризисов средних лет. Yes, but this is Krishna's perfect plan here, simply to help the person understand. So you have to turn towards God, you have to develop your relationship and build something up internally here. Но на самом деле это совершенное устройство Кришны для помощи нам, чтобы мы могли переключить свое внимание больше на Кришну и с внешнего на внутренний уровень. Yeah, so very important thing when we are around 50, we have to actually make this shift in our life, that we shift from external achievements to more and more internal work and satisfaction. Но мы должны знать очень важный момент, что в 50 лет это как раз то время, когда должно произойти переключение от внешней активности больше к внутренней. Yes, because sooner or later the body will force us anyway. Потому что рано или поздно the body will force us. Тело все равно заставит нас. Yes, sooner or later. Раньше или позже. So better to do it voluntarily before the health collapses and the body forces us. Поэтому лучше это сделать добровольно до того, пока тело не заставит нас полностью, потерпев полный крах. Yes. So and then as the person becomes older and older, the body gradually more and more falls apart. И по мере того, как человек становится старше и старше, тело потихоньку разваливается и отходит на второй план. Yes, until actually we lose control over the basic bodily functions. До той степени, что в какой-то момент просто мы теряем полностью контроль над основными жизненными функциями. Yes, and this is very difficult for the false ego to accept. И это очень тяжело принять для ложного эго. Yes, it really is scrubbing there the false ego, Это по-настоящему так, царапает там, больно очень для ложного эго. Not being able to see properly anymore. И теперь человек уже не может видеть нормально. Or when we get closer to death, we might not be able to have control over urine and stool, И уже когда действительно подходит к старости глубокой, то человек может потерять контроль над мочеиспусканием или выделением. Yeah, so we are forced to give up this controlling propensity. Человек может потерять способность контролировать эти функции. Yes, which is ultimately false ego effect. That we want to be the big controller.
И это, несомненно, затрагивает ложное эго, который хочет быть контролирующим. Yeah, so it is very humiliating if a person can't even, control stool and urine anymore. И это очень усмиряет, когда человек не может контролировать, например, мочеиспускание или выделение. Yeah, so in that way, Krishna's system of old age and disease basically pushes us to give up control. И таким образом вот эта вот система, естественная система, которая установлена Кришной, она подталкивает нас освободиться от этой тенденции к контролю. Yes, and interestingly to observe, a person who has practiced some kind of religious process or some kind of spiritual life, for them it is purifying. They become more and more humble. И очень интересно наблюдать, что для людей, которые занимаются хотя бы какой-то духовной практикой, духовной жизнью, какой-то религией, все это они используют для самоочищения, то есть это производит очищающий эффект. Yes, they can see it as an arrangement of the Lord, and they put themselves more and more in the hands of Krishna. Это они способны видеть это как устройство Бога Кришны, и поэтому они это позволяет им вручать себя все больше и больше в руки Бога. Yes, and in that way, all kinds of nice qualities are actually coming out. They become very humble, very grateful. И это способствует проявлению, все большему проявлению замечательных качеств, они становятся очень смиренными и очень благодарными. Yes, and gradually, like that, Krishna prepares them for that moment where they have to give up. И постепенно Кришна подготавливает их к тому моменту, когда они в конце концов должны будут оставить это тело полностью. Yes, but if a person has not practiced any religious process or spiritual life, then usually people become very frustrated and angry and bitter, Но если же человек не следует никакой духовной практике, религиозному процессу и так далее, то это, наоборот, ведет только к еще большему разочарованию, гневу, и он становится очень агрессивным, гневным. Yes, even to be in the situation where we have to accept service from others. Даже в этот момент, когда просто этот момент, что человек вынужден принимать служение от других, yes, it's very humbling. Это уже очень усмиряет. Yes, really, you have to let go of all these controlling tendencies there. Для этого человек должен отпустить все эти тенденции к контролю. Yes, you have to allow yourself to be dependent on others. Человек вынужден позволить другим контролировать себя. Yes, very, very intensely purifying. Really, the last, intensely purifying period there of life. Это очень интенсивное очищение. То есть этот последний период полной зависимости очень очищающий. Yes, I even observe it in the example of my own mother. Я наблюдаю это сейчас в ситуации с моей матерью. Yes, she's 83 now. Ей 83 And сейчас. she's almost blind. И она почти полностью слепа. Yes, and this process of becoming blind, this made her so humble. И этот момент, что она, процесс, что она постепенно теряет зрение, делает ее более смиренной. Yes, and she went through all kinds of phases there. First she was so angry and did not want to accept, but then gradually she just had to let go, Yes. И очень интересно наблюдать, как она проходит различные стадии в этом. Вначале она была очень, то есть агрессивно восприняла это, была очень разозлена, но постепенно она позволяет этому, отпускает эту ситуацию, позволяет этому течь естественным образом. Yes, and I could really see that it was Krishna's perfect way of giving her that last purification, before she leaves. И на ее примере я могу увидеть действительно, как это замечательное, идеальное устройство Кришны, что он позволяет нам очиститься на этом заключительном этапе, чтобы подготовить нас к последнему экзамену. Yes, she developed so many nice qualities just through this disease of becoming blind. Она развила столько замечательных качеств просто через эту болезнь слепоты. Yes, which she would have never developed if she hadn't become blind.
которую бы она никогда бы не развила, если бы не стала слепой. Yeah, so in that way, especially as devotees, we have to recognize that these seemingly, bad things, these calamities, they are so purifying, Поэтому для нас, особенно как для преданных, важно знать, что все эти плохие вещи, так называемые, то есть вот эти все, calamities, беспокойство, все, трудности, страдания, да, то есть все это на самом деле очень благоприятно очищающие вещи. Yes, of course, if we accept them in the right spirit. Если, конечно же, мы воспринимаем их в правильном настроении. Yeah, so in the case of my mother, she has always been very religiously and spiritually active, so she can definitely see the hand of the Lord there, in the whole thing. И, конечно же, то, что происходит с моей матерью, это благодаря тому, что она всегда была очень активна в религиозной жизни, и поэтому она способна увидеть в этом руку Бога. Yes, and perfect way to prepare for leaving one's body. Увидеть в этом совершенный путь, как можно подготовить себя к оставлению тела. Yes, but the ultimate, let's get to the ultimate solution of giving up the false ego. И теперь давайте поговорим в конце концов о конечном разрешении этой проблемы ложного эго. The ultimate medicine is, of course, nothing else but chanting the holy name. Высшим и конечным решением проблемы ложного эго является святое имя. Yes, and as we always discuss in our holy name retreats, chanting the holy name and service attitude, these are the two main tracks bringing us forward in spiritual practice. И как мы всегда говорим об этом на ретрите святого имени, что воспевание святого имени и настроение служения – это две рельсы, которые побуждают нас прогрессировать в этом пути. Yes, and chanting the holy name and service attitude, these are the two main things which gradually dissolve more and more the false ego. И поэтому воспевание святого имени и настроение служения – это две главные вещи, которые постепенно разрушают и растворяют тенденции ложного эго. Yes, but again, chanting has to be done in the right quality of feeling. Но опять-таки воспевание должно происходить в правильном качестве ощущений, чувств, то есть с правильным настроением. Yes, only if we chant the holy name, turning towards the Lord and begging to be allowed to serve, only that kind of chanting dissolves the false ego. То есть только если мы воспеваем с обращением к Кришне и с глубоким желанием служения, только это воспевание с таким качеством, оно способно растворить ложное эго. Only that kind of chanting will establish us in даси, in our eternal position of servant. Только такое качественное воспевание, оно способно установить нас в даси, то есть в нашем вечном положении слуги. Which means we give up all these other tendencies for enjoying and controlling. Что означает, что мы оставляем все остальные тенденции контролирующего и наслаждающегося. Yes, if we chant, completely neglecting and ignoring Krishna, completely forgetting him, leaving him out of the picture, and simply thinking, what do I have to do today and tomorrow and next week? That kind of chanting is useless. И если же мы просто повторяем имена и при этом оставляем Кришну абсолютно вне картинки нашего сознания, размышляя о том, что я должна сделать сегодня, завтра, послезавтра, то такое воспевание абсолютно бесполезно. Yes, it will not dissolve our false ego. Это не разрушит нашего ложного эго. Yes, that's why this chanting has to be taken very, very seriously. Otherwise, we completely miss the whole goal. И именно поэтому воспевание должно быть принято очень и очень серьезно, иначе мы теряем вообще суть всего процесса. Yes, that's why Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, any chanting which is not done
in that mood of longing to serve is useless. Именно поэтому Бхактисиданта Сарасвати Тхакур говорил, что любое воспевание без желания развить настроение служения бесполезно. Yes, we have to understand that chanting is a very deep thing within our hearts. It depends on the feeling with which we chant. Очень важно понять, что воспевание это должно производиться в очень глубоком настроении того, что происходит в нашем сердце, то есть с глубокими чувствами погружения в свое сердце. It's not an external matter of just somehow or other finishing our rounds and getting them out of the way. Это не просто какие-то внешние устройства для того, чтобы закончить свои круги, то есть почитать свои круги. Yes, as we also, I think in the first session we mentioned that being tolerant is only possible if we are firmly established in our relationship with Krishna. Right? Я думаю, что в первый день мы об этом говорили, что способность быть терпеливым, она появляется только тогда, когда человек твердо установлен в своих взаимоотношениях с Кришной. Yes, if we are firmly established in my relationship with Krishna, then we can take shelter in that relationship. Когда наши взаимоотношения с Кришной прочно установлены, тогда мы можем в них найти прибежище. And then anything that goes on around us doesn't really affect us because we take shelter in that relationship. That's our actual reality. Поэтому все, что происходит внешне, тогда не будет нас сильно касаться, потому что мы способны принять прибежище в отношениях с Кришной, а все остальное остается внешним по отношению к этому. Yes, and that relationship with Krishna is established through chanting, nothing else. И взаимоотношения с Кришной устанавливаются через воспевание, не через что-то другое. Yes, that's the way how the conditioned soul connects with Krishna, through the holy name, nothing else. Это то, как живое существо устанавливает свои взаимоотношения с Кришной, через воспевание, не через что-то либо другое. Yes, but again, the chanting only establishes our relationship when we turn towards Krishna when we chant. Но, опять-таки, взаимоотношения с Кришной устанавливаются только в том случае, если мы в воспевании обращаемся к Кришне. Когда мы воспеваем, мы обращаемся к Нему. Yes, if we don't do that, then we are not associating with Krishna when we chant. И если мы этого не делаем, то тогда мы не общаемся с Кришной, даже воспевая Его. And that kind of chanting will not establish the relationship. And that kind of chanting, neglecting Krishna, will not establish the relationship. И тогда такое воспевание с игнорированием Кришны, оно не будет способно установить взаимоотношения с Ним. Yes. So it's a deep secret, this chanting. Таким образом, это воспевание является очень глубоким секретом. Yes, if we turn towards Krishna mindfully, addressing Him, I know Krishna, you are there. Если мы при воспевании обращаемся глубоко в своем сердце осознанно к Кришне, осознавая, что я знаю, ты где-то присутствуешь. Please accept me. Пожалуйста, прими меня. Please allow me to serve. That longing to serve has to be there. Пожалуйста, позволь мне служить с этим интенсивным, страстным желанием, зовом о служении. Yes, that kind of chanting will establish our relationship with Krishna and establishes us in our actual position of servant. Такое воспевание с таким качеством будет способно установить взаимоотношения с Кришной и установить наше настроение слуги. Yes, so chanting in that mood and at the same time cultivating a service attitude. Воспевание в настроении служения и также культивация служения, духа служения в служении. Meaning being actively engaged in serving the devotees. Что подразумевает быть активно вовлеченным в служение преданным. Yes, so these two things, obviously, very logically, they wash away the enjoying and controlling spirit. Эти две вещи очень естественно, логично, что именно эти две вещи, они вымывают все тенденции ложного эго. Yeah, so doing that and at the same time, being careful not to defend, not to protect, not to feed the ego,
you know, doing these at the same time plus taking the medicine, that's the treatment package to get rid of the false ego. И вот делая это, принимая главное лекарство, плюс к этому, следя внутри, чтобы не питать ложное эго, не защищаться, не обороняться. И, то есть именно это то, что является вот этим пакетом, скажем, лекарств от ложного эго. Yes, like we know the 10th offense to the holy name. Как мы знаем, 10-е оскорбление святого имени какое? To maintain material attachments even after understanding so many instructions on this matter. Сохранять материальные привязанности, несмотря на то, что получено множество наставлений в отношении этого. So, if we look for all these opportunities to feed our ego, that's what we do with the 10th offense. Если мы посмотрим на все наши вот эти вот попытки питания, подпитки нашего ложного эго, то что это такое? Это как раз и есть это совершение 10-го оскорбления. Yes, so then the chanting will not have its effect. If at the same time, you know, we feed the ego, trying to be recognized, then the chanting is useless. Тогда, естественно, воспевание святого имени не будет иметь того эффекта, потому что мы будем питать наше ложное эго, и тогда воспевание не будет иметь эффекта. Yeah, so that's probably the most subtle material desire, you know, to the false ego, the feeding the false ego. И поэтому это самое тонкое материальное желание питать ложное эго. Yes. So even that we have to avoid. We have to avoid. Otherwise, our chanting will be with the 10th offense. Поэтому мы должны этого избегать. Это то, чего надо избегать. Иначе наше воспевание будет с этим 10-м оскорблением. Any questions or comments? Yes. Вопросы, комментарии. Сценарий разворачивается, сказала, что если наше ложное эго очень много, то мы тогда чувствуем депрессию, и попадаем в радость, мы боимся проявиться в истинное я, которое в обществе оценивается, принимается слабым, за собой, показать себя. Сценарий так, либо мы веселим, либо мы наслаждаемся верной группой, становимся мужчинами нашего мира. Искать, как правильно избавиться от своих комплексов. Душа общества тоже оценивает. Материальное представительство. Материально, да, начинающий То есть в материальном мире понимаете два варианта сценария. То есть либо мы успешны, вот, но если мы не успешны, то тогда человек чувствует себя полностью пораженным, да, то есть и у него развивается комплекс неполноценности. Вот. Как все-таки избавиться от этого комплекса неполноценности, потому что материальное общество, оно не способно оценить настроение служения. Может понимать это как избавиться от то есть материальное общество, оно не оценивает настроение служения. Нет, да, это воспринимается как слабость. Well, I mean, it's a fact, you know, the goals of a materialist and the goals of a spiritualist are like day and night. You know? Но мы должны принять тот факт, что цели материалистов и цели трансценденталистов разнятся между собой как день и ночь. Yes, the materialist tries to become bigger and bigger and more important and recognized, and the spiritualist tries to, you know, realize his small and insignificant position. Материалисты пытаются стать все большими, чтобы значительными и признанными, раздуть себя, а трансценденталисты, наоборот, пытаются стать все меньшими и незначительными.
materialist thinks sense enjoyment is the goal of life, sex life is the best. Spiritualist tries to avoid it all, and reduce it to the bare minimum. Материалисты пытаются наслаждать свои чувства по максимуму, и высшим эталоном это социальная жизнь до максимума, а трансценденталисты наоборот свести это к минимуму, в конце концов вообще к нулю. So obviously we have to, like Rupa Goswami recommends, we have to avoid materialistic association. Поэтому, как Рупа Госвами советует, нам просто надо избегать материалистического окружения. Who cares what they think? Кого беспокоит то, что они думают? Who cares whether they appreciate what is humility? Нас не должно волновать, насколько они способны оценить наше смирение. Порой в обществе начинающих преданных также они оценивают с точки зрения вот этой вот, слабости, личной слабости. Yeah, it's true. I remember once Parthasarathi Maharaj was saying. Да, это правда. Я помню однажды Партасарати Дадасами He говорил. was saying, a neophyte devotee thinks an advanced devotee to be neophyte and a neophyte devotee to be advanced. I think it was even here in Argov. Я помню, как-то Партасарати Дадасами сказал, что неофит, то есть начинающий преданный, он всегда путает, он думает, что он принимает очень продвинутого преданного за неофита, а неофита за очень продвинутого. Похоже, это даже в Харькове он говорил. Anybody remembers this? Кто-то помнит это? Yeah, so it's a fact, you know. Да, это факт. But it doesn't mean that we give up being humble, you know, just because a neophyte devotee doesn't appreciate it or something. Но это не означает, что нам не надо быть смиренными только потому, что начинающие преданные не смогут это оценить. Eventually they will learn, they will catch up on it, hopefully. В конце концов, я надеемся, что они схватят это, они поймут это когда-нибудь. Мы надеемся. And I mean, really, whatever we carry in the heart will affect those who we are training. Но по-настоящему, если говорить, то то, что находится в нашем сердце, это именно то, что они смогут уловить. Yes. So, То, что произойдет you know, эффект на них. if we have genuine humility and a caring service attitude, sooner or later the young devotees will catch that from our heart. И поэтому, если в нашем сердце очень глубоко находится это настроение смирения и желание служить, то это именно то, что рано или поздно эти начинающие преданные переймут, затронет их сердце. That's the power of association. Такова сила общения. And even if young devotees sometimes, you know, give us a little bit of a hard time, how we say in English, well, we see it as an opportunity to tolerate, you know, to become more tolerant, И даже если more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree. Даже если иногда начинающие преданные, они доставляют нам кучу трудностей, ну, то есть устраивают нам тяжелые времена, но преданный, он воспринимает это как возможность увеличить свое смирение, свое терпение и развить эту квалификацию, быть более терпеливым, чем смиренным, чем трава, и терпеливее дерево. Yes, see, externally it might look like weakness. Внешне это может выглядеть как слабость. But no, at the latest, at the moment of death, you will be victorious because you have learned to be tolerant and give up your false ego. You will be sneaking off to back to God, you know. И внешне это может выглядеть на короткий промежуток времени, это может выглядеть как поражение, но в момент смерти это будет победой, потому что это позволит вам достичь высшего совершенства и вернуться обратно к Богу. Yeah, same as there, even in married life too. I always tell the women, even if your husband is a complete idiot, still, if you put yourself below, you will be the winner at the latest at the moment of death. И это то, что я постоянно говорю на наших семинарах по
взаимоотношений в семье. Я говорю, что в семье женщина всегда должна ставить себя ниже своего мужа, даже если этот муж он полный идиот, вот, потому что в конце концов это даст ей возможность обрести победу в конце своей жизни. Yes, because on the husband we practice to dissolve the false ego. Потому что именно на муже мы практикуемся в ослаблении ложного эго. Yes, and if he is not qualified, if he is an idiot, it's even more purifying because it's more difficult for the false ego to put ourselves below somebody who is unqualified. И поэтому, если он достался муж идиот, то это ваша большая удача, потому что это означает, что вы еще больше будете практиковаться в том, чтобы избавиться от ложного эго, и это даст вам большие шансы в конце жизни и в будущем обратно. Yes, but others, materialistic people, they see it as weakness. Oh, why do you tolerate this? Get divorced, you know? Но другие люди, с внешней точки зрения, они будут не понимать это, они будут говорить, что ты этого терпишь ненормального, то есть разведись здесь все. Yes, but from a spiritual point of view, you're the winner. Но с духовной точки зрения это и есть победа. Yes. Anything else? Что-то еще? Okay, well, it's late enough to finish. Last question, okay. Света говорила, что момент передачи может произойти за 1 секунду. Ну, то есть, если у нас будет искреннее желание, можем мы ожидать каких-то очень быстрых результатов по ощущению ложного эго? Или это работа всей жизни? Прабхупада говорил, что предание это может быть даже вопрос одного мгновения. Вот. Можем ли мы ожидать быстрых каких-то результатов в работе с ложным эго, или это вопрос работы в течение жизни? Well, the false ego being the most subtle element of the subtle body, I dare say it is a lifetime project. Так как ложное эго это самый тонкий элемент тонкого тела, поэтому можно сказать, что, как правило, это программа всей жизни. Yes. But anyway, lifetime is not even so long, you know. Lifetime goes very quick, actually. So we don't have much time, you know. Но не переживайте, жизнь на самом деле, она не так долга, то есть она идет очень быстро, поэтому все пройдет очень быстро. Yes, so let's you know, get rid of this good old friend, the false ego, you know, let's make some attempt here, you know. Поэтому надо уже сейчас прилагать все свои усилия для того, чтобы убежать от этого старого друга ложного эго. Yes. То есть надо прикладывать усилия Yes, сейчас. otherwise he will take us to another material, gross material body, you know. Иначе этот друг достанет вас в следующей жизни. Yes. Okay, well, thank you for your eagerness to come and discuss this topic. It was very nice to be in your association. Ну что ж, пришло время сказать вам всем спасибо за то, что вы так были заинтересованы в этой теме и приходили и слушали. Большое спасибо. I have to be honest, I didn't even expect that so many people would come every evening. Честно говоря, я даже не ожидала, что столько людей будет приходить и участвовать в этих лекциях каждый вечер. And it actually inspired me to next time when I come back to also offer something in the evening, you know. И это в действительности вдохновило меня в следующий раз, когда я приеду, что-то еще подготовить, какую-то тему. Yes, you know, some other topic. Какую-то другую тему. Yes, because we do need some deeper discussions on some topics to really deepen our spiritual life. Потому что мы в действительности очень нуждаемся в том, чтобы какие-то темы разбирать очень глубоко. Yes, so I've got already some ideas for next year. И поэтому у меня уже появляются какие-то идеи на следующий год. Okay, and good luck everybody in, you know, recognizing and dealing with your false ego and having a bit of a boxing match there, pushing it out of your lives, you know. Вот. И желаю всем вам успеха в том, чтобы распознавать и атаковать ваше ложное эго. Тут будут происходить такие целые боксерские
спарринги, поэтому удачи вам. Yes, because really we can imagine in our heart is like a big asana, a big shingasana, you know, big throne. Потому что вы можете себе представить такую картинку, что наше сердце оно подобно большой симхасане, большому трону. And actually it is meant for Krishna to take his seat there. И по-настоящему оно предназначено для Кришны, чтобы он использовал это как трон. Yes, but who is sitting on there at the moment? Но кто там сидит в настоящий момент в нашем сердце? Yes, good old friend false ego is sitting on the throne, you know. Там сейчас наш старый друг, ложное эго, расположился на этом троне. Wanting to be the center, wanting to be recognized. Желает быть центром и быть признанным. Yes, so and we have to gradually get off the seat, you know, and let Krishna take a seat there. И мы должны его потихоньку спихнуть с этого места и позволить Кришне сесть на этот трон. Yes. Okay. Good luck to everybody with the mission. Итак, удачи вам в этой нелегкой миссии. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Swami Vedabhaktivinoda ki jai.